Всем доброй ночи. Дорогие друзья, дело в том, что имею очень много информации, знаний. Естественно, хочу поделиться этим всем с теми людьми, которые практикуют магию, которым можно практиковать. Не все направления, конечно, но те, которые они уже как бы привыкли и развивают. И желательно, чтобы они в своем мастерстве шли вперед. И, может быть, мои вот эти ролики, мои обучения, советы им помогут лучше помогать людям, делать меньше ошибок, меньше вредить себе самим и, может быть, другим в том числе. Однако таких людей единицы. По всей России, конечно, может быть, их и немало, но, уверяю вас, в каждом городе, в каждом регионе по нескольку человек. Нету их тысячи, миллионов, как вам привыкли говорить и втирать. Но это уже ваше дело, ваше право сходить кому-то или кому-то не сходить и так далее. Но в любом случае я вам советую хорошо проверять и узнавать, к какому человеку вы идете. У меня несколько каналов открыто в Ютубе, свои. В принципе, они все носят мое имя. Есть несколько заблокированных, куда я не могу зайти, но там есть очень много информации, видеороликов. Остальные я как бы открыла недавно и постоянно нахожусь там, отвечаю на вопросы. Очень много писем приходит на мою почту. Дорогие друзья, у меня просто очень мало времени вам всем отвечать на самом деле, поэтому не обижайтесь, если ваше письмо, скажем, получает ответ через неделю, через 2 недели, иногда через месяц. Ну, так уж получается, что делать теперь. Далее. Вот один из открытых страниц в Ютубе, каналов, слово канал не очень люблю, но все-таки это канал, да, моя страница, аккаунт, называется «Ведьмина изба». Второе, Инга Хосроева. Значит, недавно я открыла Вуду от Инги Хосроевой. И вот сейчас есть кавказская магия от Инги. На самом деле кавказская магия, она менее известна, чем, например, русское чернокнижие, чем то же самое Вуду, чем латинские заговоры, румынские заговоры, европейская школа магии и так далее. Кавказская магия, она более таинственная, закрытая была всегда. И всегда передавалась из поколения в поколение. То, что я вам скажу, покажу, объясню, вот это самый минимум, что я имею право вам передавать и показывать. Основное я вам не смогу показать, поскольку нельзя показывать. Один раз в жизни я отдала заговор своей бабушке, женщине как бы помогла, и за это была очень сильно наказана. После этого я избегаю запретные заговоры кому-либо отдавать. Очень много элементов кавказской магии, которые вы удивитесь, но на самом деле окажется, что магия Кавказа, она более насыщенна, чем даже та же самая колдовство Вуду. И в магии Кавказа используется очень много всего и ингредиентов, и череп животных, и рог, и череп волка, и какие-то части животного, которые хранились как обереги, талисман. Это идет со времен тотемизма. Если кто не знает тотемизм, я объясню, когда люди поклонялись животным, считая их за своих предков, либо хранительные духи своего рода и так далее. То есть животное поклонение животным элементам. Поскольку Кавказ переживал очень много набегов за тысячелетия, эти знания, они очень тщательно охранялись, хранились, мало кто знал. Северокавказских колдунов называют аза. Ну, их еще принято называть целителями, поскольку они обижаются, когда говорят, что колдуны, они говорят, что они молятся Богу, и что они как бы делают такое доброе дело. Я согласна, но
это то же самое колдовство и более ничего. Ну, что теперь поделать? Очень много в кавказской магии всяких трав, камней. Вот я камни принесла. Это именно вот такой алтарь кавказской магии. Череп своеобразный. Там, знаете, как находили части тела, даже кости, череп животных, которые необычные по рождению. Вот, например, если курица была не очень правильной формы, там голова была не такая, клюв был там кривой и непонятный, да, то есть эту курицу резали и забирали вот эту часть тела. Считалось, что необычное животное, оно несет в себе какую-то информацию, какую-то силу. И частью его тела можно лечить болезнь. А введя эту болезнь, например, тем же самым там черепом курицы или клювом курицы и так далее. Здесь я выбрала как необычный череп. Это череп вампира. Естественно, это он не настоящий, к счастью или к сожалению, не знаю, как уж там. Но уже изображение необычного черепа дает какой-то информационный такой сгусток, который идет на алтарь. Я его сейчас разверну, мне не очень приятно на него смотреть, как и вам. Ну, что делать? Для работы нам они нужны. Это змеиный выползок, это удав. Видите, какой он огромный. У меня таких несколько штук. Ну, вот это, собственно, вот окружающая вот энергия змеи, закрытое пространство создает некий такой шар, в котором сгущается энергия. Всегда, когда делали алтарь в магии Кавказа, чем-то обвивали, чем-то делали такой круг, закрывали, то есть в закрытом пространстве, в этом кругу набиралась эта энергетика, назревала. И вот, собственно говоря, вот здесь, в этом пространстве колдовали. Ингредиентов и всякого очень много. Я немножко подогнала под наше время, под местность, под энергию людей, которые здесь живут и находятся, естественно, поскольку я для них буду это делать. Но элементы остаются именно магии Кавказа. Я буду вам представлять армянскую магию, грузинскую магию, очень тайные заговоры, которые вы нигде не прочтете и не услышите. Это только вот я вам покажу. Заговоры эти, ритуалы, они где-то простые, но где-то очень сложные. То есть они сами по себе очень сильные. Буду делать для своих друзей, опять же, и посмотрим, как она сработает. Ну, насколько я помню, недавно делала вуду, и оно сработало очень быстро. Вот сейчас посмотрим, насколько кавказская магия срабатывает, насколько быстро. Потом на Кавказе из-за переселения народов, из-за больших, я уже говорила, набегов, из-за постоянных передвижений туда-сюда и так далее, было очень много различных культур перемешано. Было очень много, знаете, как бы сливалось две культуры воедино, и поэтому на староармянском языке есть, на западноармянском, на западно-грузинском есть, на менгрелском, на сванском диалекте, языке, на аджарском и так далее, и так далее. Поэтому, если кто-либо знает эти языки, если я буду читать эти заговоры, вы не гоняйтесь за грамотностью этих заговоров, поскольку они создавались в селениях, в закрытых пространствах, в каких-то темных углах и не очень образованными людьми, но людьми, которые имели очень большую силу, огромную силу. Поскольку одна из моих бабушек грузинка, естественно, понятно, откуда я эти заговоры знаю. Вот. Если у вас будут вопросы, вы мне можете их задавать, я просто не смогу исчерпывающе полностью рассказать. Единственное, что могу сказать, что народы Кавказа были огнепоклонники, их культ очень схож с культом Митры, Ахурамазды, Яздана. То есть, вот если вы знаете езиды, да, нации, они тоже, кстати говоря,
скажем так, носители древнего культа. Это единственный народ в мире, который все же не поменял свою веру, несмотря на геноциды, гонения, и до сих пор эти геноциды продолжаются. Поклонение огню. Считалось, что очищающая сила огня творит чудеса. Когда я вам буду рассказывать о древних героях Кавказа, которые впоследствии с принятием христианства переделались в святых, вы увидите общие черты с русскими святыми, с ними. И некоторые говорят, что у них есть общая история, что есть какая-то общность, поскольку это индоевропейские нации. И так далее, и так далее, и так далее. Но это во время процесса, по мере всего, я вам это все расскажу, покажу, объясню. А если будут какие-то вопросы, можете мне задавать на почту или в личку. Меня можно найти и в контактах. Правда, моих клонов очень много, и будьте осторожны. Но в любом случае есть мой сайт. Правда, я давно туда не заходила. Мне нужно там все это обновить и много чего сделать, но вот, к сожалению, нет времени на самом деле. Даже нет времени вот как бы найти нормального человека, который хорошо умеет пользоваться этим всем и развивать сайт. Ну, то есть, имею в виду, чтобы обновить это все, улучшить и так далее. Вот, как видите, у меня ни рекламы нет, ни раскрученного сайта, но в то же самое время нету времени, потому что у меня очень много людей. А почему это происходит? Потому что если человек работает, если он действительно делает, если он любит свою профессию, рано или поздно его, естественно, заметят, оценят, и он в своей профессии поднимется на определенную высоту. Но это еще не предел. Я считаю, что всю жизнь человек живет, и всю жизнь он развивается, если он целеустремленный и умный человек. Итак, друзья мои, сейчас я начну проводить некоторые ритуалы, а пока я думаю, что я вам исчерпывающе объяснила, но в любом случае эта магия очень тайная, чтобы вы просто знали. И если вы будете искать какие-либо сведения о кавказской магии, вы найдете очень мало, очень скудную информацию, потому что на Кавказе просто-напросто избранные роды, определенные семьи передавали друг другу вот эти знания. У моей бабушки сестра умела снимать страх. Ну, о моей бабушке уж я не говорю. Двоюродный брат моей бабушки лечил кожаные заболевания. Он лечил их какими-то не травами, а камнями. Вот, и так далее, и так далее. Много в моем роду таких вот людей было, которые что-то одно, кто-то мог, другой мог то и так далее, но были люди, которые могли все это вместе и еще больше. Вот одна из таких женщин была моя прабабушка. Некоторые из этих заговоров, которые я вам просто открываю, я надеюсь, что я за них не накажусь, очень надеюсь, поскольку действительно вот немножко есть сомнения, но я все-таки решила их приоткрыть завесу. Она учила мою маму там некоторым заговорам, которые можно было учить. У нас, знаете, как вам объяснить, вот учат заговор через ребенка. Сейчас объясню, как это происходит. Маленького ребенка ложат посредине, ребенка, который шел глупенький, который еще не понимает ничего. То есть, ну там год, 2, 3 минимум. Это должен быть обязательно мальчик. И сажая ребенка посредине, через этого ребенка заставляют учить наизусть. Не писать, не читать их нельзя. Наизусть учить вот эти заговоры. И только таким образом. Через мужчину надо учить мужчину, который еще не понимает ничего. Вот до такой степени это все очень серьезно и очень, как бы, очень сильное воздействие имеет. Я помню, что когда я украла тетрадь своей бабушки, прочитала некоторые заговоры, потом очень сильно заболела. Меня отчитали. Может быть, я бы и не умерла от этого, но в любом случае меня проучили, просто показали, что это не игра, и что это далеко не простой текст. Вот, собственно, все, что я пока могу вам сказать, все остальное вы будете узнавать в процессе всего. Удачи!